Всем большой привет, мои дорогие друзья! Очень рада, что вы заглянули к нам на канал. За окном у нас прям такая настоящая зима, да и вообще в этом году в Канаде как-то необычно много снега. Красота, конечно, необыкновенная, но мы уже все соскучились по солнышку и теплым дням. В самом начале видео по традиции хочу поделиться с вами одним из своих любимых рецептов, который хорошо подойдет для семейного завтрака или ланча. А готовить мы сегодня с вами будем яичные блинчики с курицей. Для приготовления таких блинчиков нам понадобятся яйца, мелко нарезанный шпинат, куриный фарш. Фарш я, как правило, делаю сама. Обычно перекручиваю на мясорубке сразу килограмма 2 куриного филе. Из большего количества фарша готовлю котлеты, а часть откладываю в отдельную миску и на следующий день использую его в других рецептах. В фарш я всегда добавляю лук, чеснок, что-нибудь из свежих овощей, например, болгарский перец или цукини, и специи. Хлеб и яйца в фарш я не добавляю. Также для блинчиков нам понадобится тертый сыр, немного зелени, у меня петрушка, майонез, кстати, я его тоже делаю сама, рецепт есть на канале. Еще нам понадобится молоко, а также соль и черный молотый перец. Все количество ингредиентов я оставлю в описании под видео. В самом начале нужно приготовить яичные блинчики. У меня есть небольшая квадратная сковородка, которая хорошо подходит для этого рецепта. Но раньше я всегда готовила такие блинчики на обычной круглой сковороде, поэтому используйте ту, которая у вас есть. В миску разбиваем одно яйцо, добавляем 1 столовую ложку нарезанного шпината, 1 столовую ложку молока, немного соли и черного перца. Все хорошо перемешиваем и жарим яичный блинчик. Пока один блинчик готовится, подготавливаем все для другого. В конечном итоге из 10 яиц у нас должно получиться 10 блинчиков. Пока я буду готовить блинчики, то хочу вам кое-что сказать. Дело в том, что несколько человек мне писали, что видели отрывки из наших видео в какой-то рекламе на YouTube. И даже вроде мой голос использовали для озвучки этой рекламы. Друзья, я прошу вас, пожалуйста, будьте очень осторожны. Мы живем во времена, когда с помощью искусственного интеллекта можно подделать и голос, и самого человека. Поэтому не ведитесь на рекламу, особенно если вас агитируют вкладывать куда-то деньги. К сожалению, не только мои видео используют для таких целей, и я очень не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал. Я на YouTube никогда ничего не рекламирую. В своих видео я просто делюсь обычной жизнью нашей семьи, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Теперь возвращаемся к блинчикам, и сейчас мы будем их начинять. Сначала в куриный фарш нужно добавить 1,5 столовые ложки майонеза, зелень и буквально немного воды, чтобы фарш не был слишком густым и его легко можно было намазать на блинчик. Дальше на каждый блинчик кладем приблизительно 1,5 столовые ложки фарша и распределяем его по всему блинчику. Сворачиваем в рулет и выкладываем на противень. Дальше таким же образом заворачиваем все остальные блинчики. Сверху блинчики посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовые блинчики достаем из духовки, разрезаем каждый рулет пополам и аккуратно перекладываем на тарелку. Такие блинчики, ну или рулетики, получаются очень вкусными, нежными, поэтому обязательно попробуйте приготовить, и я очень надеюсь, что они вам понравятся.
После завтрака все дети разошлись по своим делам, а Мартин пригласил меня в свое кафе на мороженое. Он у нас очень любит пластилин, особенно те наборы, где нужно что-то готовить. Все время кормит всех нас едой из пластилина, может часами сидеть за этим занятием, поэтому если я вижу какой-то набор, связанный с едой, то всегда ему покупаю. И вот как раз перед днем рождения Мартина мы с Матвеем заехали в Костко, увидели там набор пластилина с мороженым, и Матвей сразу же купил его в подарок для Мартина. Поэтому теперь у меня на десерт каждый день мороженое, но самое приятное, что от такого мороженого не поправляешься. В тот день к Евочке на ночевку приехала подружка, и днем девочки решили приготовить кармашки с сыром. Обычно Ева делает их с фаршем и сыром, но ее подруга недавно полностью перешла на вегетарианство, поэтому в этот раз фарш они не добавляли. Кстати, меня как-то спрашивали в телеграм-канале рецепт этих кармашков. На самом деле все очень просто. У нас есть хлебопечка, и Ева часто готовит в ней тесто для пиццы. Она просто добавляет все ингредиенты, выбирает режим пицца, и через 45 минут тесто готово. Из него она потом печет разные булочки, пиццу, и эти кармашки тоже готовит из такого теста. Рецепт я оставлю в описании под видео на случай, если у вас тоже есть хлебопечка, или вы просто любите работать с дрожжевым тестом и знаете, как приготовить его вручную. Сверху кармашки девочки смазали желтком и маслом, в которое добавили чеснок и специи. Также посыпали тертым пармезаном и выпекали в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут. Вы знаете, я очень люблю, когда к детям на ночевку приходят друзья. Они все время чем-то заняты, девочки часто готовят, мальчишки постоянно на улице, зимой катаются на ватрушках, летом играют в футбол или же бегают по лесу, играют в прятки. В общем, всегда очень весело. Уже и Адриано, друг, несколько раз оставался у нас ночевать, хотя его мама сначала переживала, потому что он никогда до этого не был на ночевке, даже у родственников, и думала, что в какой-то момент он захочет домой. Но на следующий день, когда мама приехала его забирать, то друг Адриано не хотел от нас уезжать, и мне, конечно, очень приятно, что чужие дети чувствуют себя у нас как дома. Вечером старшие дети остались дома, а мы с Андреем и мальчишками поехали в Икею. Если вы смотрели наше предыдущее видео, то знаете, что недавно мы в доме сделали новую комнату для Марка, а его комнату отдали Адриану и Мартину. И как-то в последнее время поездки в Икею для нас стали уже таким обычным делом, так как всегда нужно что-то там купить. Кровати для мальчиков мы купили в прошлый раз, а в тот вечер поехали им за тумбочкой, а также я хотела посмотреть кое-что из декора. В конечном итоге мальчики выбрали себе в комнату светильник и небольшое растение. Мне очень понравилось одно живое дерево, но по какой-то причине деревья из Икеи долго у нас не стоят. Через пару месяцев они начинают желтеть, засыхают, и на этом все. Поэтому деревья я больше не покупаю. Ну что, тебе нравится такое? Да. Небольшое живое растение мы все-таки решили купить, посмотрим, как долго оно проживет. Мальчики также купили себе лейку и теперь каждый день ухаживают за своим цветком и по очереди его поливают.
Ну и в конце нашего шопинга мальчишки еще уговорили нас на мороженое, после чего мы поехали домой и стали освобождать старую комнату Марка. Друзья, ну а сейчас мы будем выселять Марка из его старой комнаты. Практически все из этой комнаты переехало в новую комнату Марка, за исключением конструкции из кубиков на стене. Мальчишки, как всегда, помогали Андрею собирать мебель. Им очень интересно что-то крутить, собирать, разбирать, и Андрей всегда поддерживает их интерес, отвечает на вопросы и объясняет, что и как нужно делать. Вы знаете, когда у нас родился Матвей, я была таким чрезмерным опекуном, первый ребенок, 0 опыта, я везде видела опасность и не разрешала ему ничего делать. До 4,5 лет он не держал в руках ножницы, а уж тем более инструменты Андрея. Это было что-то вроде «туда не ходи, упадешь», «это не трогай, порежешься», «тут не лезь, опасно». Конечно, детей нужно оберегать, но я с уверенностью могу сказать, что нельзя перегибать палку, особенно с мальчиками, которым нужно учиться быть смелыми, уверенными в себе и не бояться никакой работы. Мне пришлось учиться отпускать многие ситуации, и в этом Андрей мне очень помог. Я поняла, что лучший способ подстраховать ребенка – не запрещать ему все подряд, а объяснить правила безопасности и просто помогать ему со стороны. Не бояться, что он набьет шишку или поцарапается. Конечно, я говорю про какие-то разумные вещи, у каждого возраста есть свои границы. Ну, например, Матвею в 6 лет я никогда бы не разрешила залезть на какую-то большую горку или лазить по деревьям, а уж тем более трогать инструменты Андрея. А вот с младшими детьми уже все по-другому, и я вижу в этом очень много плюсов. Друзья, пока мальчишки будут собирать кровати и оформлять свою комнату, я хочу ответить на один вопрос, который вы часто мне задаете. А именно, как я убираю такой большой дом. Вы знаете, когда я приехала в Канаду, то работала на разных работах, и на уборке домов я тоже побывала. Поэтому где-то у меня есть опыт быстрой и эффективной уборки больших помещений. Когда я только устроилась на работу, то мне дали огромный дом и сказали, что я должна убрать его за 5 часов. Я, конечно, думала, что они шутят, так как понимала, что такой дом убрать за 5 часов просто нереально. Чтобы вы понимали, в доме было 2 этажа, 4 спальни, 4 санузла и еще цокольный этаж. У нас его называют basement. И видя мою реакцию, такое легкое недоумение, мне сказали, чтобы я не переживала и что меня всему научат. И, конечно, первые пару месяцев я вообще не вписывалась в 5 часов, но через какое-то время у меня стало получаться все лучше и быстрее. И потом уже 5 часов было больше, чем достаточно. Вы знаете, это как мышцы качать. Сначала очень тяжело, но с постоянством приходит опыт, и все становится гораздо легче. Главное правило, которое я тогда усвоила, это четкий план действий и не отвлекаться на посторонние вещи. Конечно, в уборку домов не входила такая работа, как мытье посуды, стирка, складывание каких-то вещей. Наша основная работа заключалась в том, чтобы помыть все санузлы, во всем доме протереть пыль, пропылесосить, вытряхнуть какие-то небольшие коврики, помыть полы и выбросить мусор. Также на кухне нужно было протереть все поверхности, помыть плиту и мойку. Конечно, в собственном доме есть еще много дополнительной работы, такой как организация хранения, мытье посуды, стирка и много каких-то других дел. Плюс в семье, где есть дети, нужно еще и каждый день готовить. Поэтому тут, конечно, очень важно правильно организовать свой день и распределить дела по мере их важности. В своем доме, например, уборку я разделила на 4 зоны. Первая — это наша с Андреем спальня, в которой находится санузел, а также в этой зоне у меня зал. Вторая зона — это кухня и столовая. Третья — это комнаты детей и их санузел. И четвертая — это нижний уровень дома. И вот каждый день на уборку я выделяю себе всего 1 час и убираю только в одной из зон. Тут я уже смотрю, что важнее за час успеть в конкретной зоне сделать. Ставлю себе таймер, и как только время заканчивается, то вот сколько успела убрать, на том и останавливаюсь. И перехожу уже к другим делам. И вот так каждый день по часу. И как я вам уже и говорила, все дело в постоянстве и в определенном опыте. Первое время будет казаться, что час пролетел, а вы ничего так и не сделали. Но поверьте моему опыту, что со временем вы за час будете убирать больше, чем планировали. Главное ставить себе таймер и ни на что постороннее не отвлекаться. И когда вот так каждый день понемногу поддерживать порядок, то со временем вы придете к тому, что вроде и не тратите много времени на уборку, а дома всегда более-менее чисто.
Есть, конечно, такая работа, которую нужно делать каждый день. Стирка, посуда, мусор, как я уже говорила, и приготовление еды. Тут тоже, если правильно все организовать, то не так уж много времени на это и уходит. И как-нибудь я обязательно расскажу вам, как организован этот процесс в нашей семье. А сейчас покажу вам новую комнату мальчиков. Старый шкаф Марка Андрей тоже внутри немного переделал. С правой стороны доставил выдвижные ящики, убрал некоторые полки, чтобы одежда мальчиков поместилась в один шкаф. Ну что, мальчики, все? Переехали в свою новую комнату? Да. Ну и как вам тут? Хорошо. Да, нравится? Ой, а как я рада, что вам нравится. Вы не представляете. Как вы сегодня ночь тут провели? Класс. Я не спал хорошо, я спал очень хорошо. Друзья, ну а сейчас будет рубрика «Наши праздники». Я уже рассказывала вам, что зимой у нас 4 именинника, и 17 января был день рождения у нашего Марка. Ему исполнилось 12 лет. Марк – средний ребенок в нашей семье, третий по счету. Он очень добрый и общительный мальчик, занимается спортом, хорошо учится в школе и любит проводить время с друзьями. В тот день Марк не пошел в школу. Вуаля! Спасибо. Так. Еще не все? Та-дам! Ух ты, вот это еда у меня сегодня. Вообще у нас есть такая традиция, если день рождения выпадает на будний день, мы разрешаем имениннику остаться дома, чтобы провести этот день вместе. Утром мы собираемся и едем куда-нибудь на завтрак. В этот раз Андрей, я и Марк сначала поехали в Икею, как всегда нам нужно было кое-что докупить и заодно решили там позавтракать. После Икеи мы поехали в торговый центр, а именно в магазин Лего, чтобы Марк выбрал себе подарок. В прошлом видео я рассказывала вам про этот магазин и развлекательный центр Лего, который находится в том же месте. На день рождения Мартина мы как раз были в этом центре, и тогда Марку понравились некоторые наборы Лего. Поэтому в его день рождения мы снова вернулись в этот магазин за подарком. Потом по дороге домой мы заехали в русский магазин за тортиком.
Марк также взял бублики и орешки со сгущенкой. В субботу к Марку должны были прийти друзья, они все любят русскую выпечку, десерты и знают, что попробовать такое можно только дома у Марка. Вечером я быстро приготовила ужин, всегда спрашиваю у именинника, что он хочет на ужин. И, как правило, у наших детей все очень просто. Марк заказал гамбургеры, которые я за полчаса приготовила в аэрогриле. Котлеты для гамбургеров мы обычно покупаем в Костко, летом жарим их на улице на барбекюшнице, а зимой я готовлю их дома в аэрогриле. Потом у нас еще был торт, который мы купили в русском магазине. Обычно тортики я делаю сама, но иногда из-за нехватки времени приходится покупать. Потом еще малыши и Матвей подарили Марку свои подарки. Oh, it's a yo-yo. It's a homemade yo-yo. Oh, wow. Thank you, Martin. Okay, you might like that. A bracelet and there's something else. Okay, so there's a bracelet. Oh, and there's a happy birthday ribbon. Nice. And I also have this paperclip. No, it was still Yeah, it was still I know. Okay, well, now I have a happy birthday bracelet. Okay, now I have another present. Oh wow, it's a spaceship. Let me just build everything. And it's a boat too. No, this came. Wait. The Thank set you, is- Martin. Oh yeah, with the set it's gonna be fast. Кое-что отвалилось, нужно починить. It's a very cool spaceship. It's a boat or something. Yeah, it's a boat because right here, right? Or it's- Yeah, it can be like. Alright, well, thank you, Martin. I really liked all your presents. And those are all yours. Yeah. Alright. Wait. Okay, I gotta see what type of garbage. Tesla. Wait. Oh my goodness, it's Tesla, a говорит. Coinsay. Yes, now I have a new car in It's my a collection. Tesla, Marco. Tesla. Tesla. Tesla, yes. Это техник. Это Koenigsegg, самый быстрый машина в мире. Oh, okay. Class. Now I have another car. Спасибо, Майсил. Oh my. Как книга толстая. Вау. И ты собрал все это за 2 часа? В тот вечер именинник спать пошел очень поздно, так как до 12 ночи собирал свой подарок. На следующий день, в субботу, к Марку на ночевку пришли друзья, и было продолжение нашего праздника. Ну а на сегодня у меня все, мои дорогие. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Я вас всех крепко обнимаю и, как всегда, надеюсь на скорую встречу. Всем пока-пока.